Может ли иностранец взять ипотеку в Грузии? Именно об этом я хочу поговорить в этом видео, поговорить про условия в грузинских банках, поговорить про требования к нерезидентам, про процентные ставки, про срок кредита и другие важные нюансы. Ипотека, как вы знаете, это весьма удобный инструмент, который позволяет вам купить квартиру, даже если у вас нет всей необходимой суммы на руках. Такой кредит позволяет приобрести недвижимость и оплачивать ее частями, то есть ежемесячными платежами банку. И это весьма удобно, если, например, вы устали платить за аренду и хотите уже выплачивать свое собственное жилье. Также ипотека – это весьма выгодный инструмент в руках инвестора, инструмент, который позволяет пойти на рынок недвижимости с меньшим капиталом и заработать уже используя кредитное плечо. Сейчас в Грузии ипотеку может получить практически любой, для этого не нужно иметь гражданство или вид на жительство, однако условия для граждан и для иностранцев все-таки отличаются. Вообще в Грузии ипотека доступна в трех валютах. Это лари, местная валюта, доллары и евро. Для иностранцев максимальный срок кредита составляет до 10 лет, если ипотека оформляется в долларах и евро, и может быть до 15 лет, если она оформляется в национальной валюте. Некоторые банки, с которыми я консультировался, сообщили мне, что при определенных условиях такой кредит может быть пролонгирован и до 20 лет. Что касательно первоначального взноса, то обычно минимальный размер составляет 30%. 30% это такой золотой стандарт, если можно выразиться, то есть 30% от оценочной стоимости квартиры. Я бы хотел обратить ваше внимание на то, что именно от суммы оценки банком, а не от той цены, за которую вы изначально решили приобрести недвижимость. Нередко банки оценивают эту недвижимость, скажем так, не в нашу пользу. Например, вы решили купить квартиру стоимостью 100 тысяч долларов, а банк по каким-либо причинам оценил ее в 90 тысяч долларов. Эту разницу нужно будет изначально доплатить первому взносу, который будет рассчитываться на 90 тысяч долларов. И только потом банк уже одобрит ипотеку. Говоря далее про первый взнос, хочется отметить, что некоторые банки одобряют ипотеку и с 20% первого взноса. Для этого требуется более широкий пакет документов, подтверждающий ваш доход, и правило здесь оно простое. Чем больше документов вы предоставите, чем прозрачнее ваши доходы, тем меньше может быть первый взнос. И наоборот, если документов недостаточно, то первый взнос может составить и 40%. Процентные ставки. Здесь все индивидуально, зависит от каждого клиента, зависит также от валюты и от страны, в которой вы получаете доход. Например, в Bank of Georgia процентные ставки зависят от того, работаете ли вы в Европе, в России, в Израиле или в любой другой стране. Если у вас доходы, например, в Грузии, то условия к вам будут лояльнее. Дальше я вообще хочу поговорить, какие банки работают на грузинском рынке, чем они отличаются между собой, какие плюс-минус условия могут предоставить. Вообще сегодня на грузинском рынке работают, функционируют 17 коммерческих банков, 13 из которых имеют иностранный капитал. Условно их можно разделить на три эшелона. К первому эшелону относятся гиганты, такие как TBC Bank и Bank of Georgia. По оценке Lion Finance Group, Bank of Georgia занимает первое место по объему активов. На 2024 год у него было 52,2 миллиарда лари. На втором месте TBC Bank, около 40 миллиардов лари. И вместе они контролируют порядка 80% всех активов банковской системы страны. Ко второму эшелону относятся банки с капиталом от 2 до 5 миллиардов. И третье почетное место занимает Банк Либерти. У него 5,5 миллиардов объем активов. Сюда же ко второму эшелону относится небезызвестный Базисбанк, Кредобанк, Террабанк, и в общей совокупности банки второго эшелона контролируют около 10-15% рынка. К третьему эшелону относятся небольшие, еще чаще их называют нишевые банки с капиталом менее миллиарда, чаще всего в несколько сотен миллионов лари. Это, например, Зиратбанк, Халикбанк и, наверное, самый известный это Silk который входит в холдинг Silk Road. В этот же холдинг входит и сотовый оператор Silknet, которым мы все пользуемся, и застройщик Silk Development, который реализовал Radisson Blu в Батуми, который сейчас строит мега-помпезный проект Silk Towers за Porta Tower, который реализовал Ботаника в Махинаджауре. Короче, банки третьего эшелона контролируют порядка 5-10% рынка. Эти различия важны, потому что крупнейшие игроки предлагают более широкие и понятные ипотечные программы, тогда как, например, банки второго эшелона
могут предоставить более выгодные и более интересные условия, в частности для особой категории клиентов, для иностранцев. Я не буду сейчас под микроскопом рассматривать каждый банк, мы остановимся на ключевых игроках, чуть глубже погрузимся в их условия, не так подробно, как хотелось бы, иначе этот обзор мог бы затянуться на несколько часов. Тем не менее, краткую выдержку и небольшую сравнительную таблицу по банкам я публикую в своем телеграм-канале, так что подписывайтесь, ссылка, как всегда, в описании. Там же, кстати, я публикую интересные предложения по рынку недвижимости в Батуми, которые попадаются мне в руки. Тоже не так часто, как хотелось бы, тем не менее, они точно заслуживают вашего внимания. А мы продолжаем. TBC Bank и Bank of Georgia. Что они могут предложить покупателям недвижимости в Грузии и чем их подход отличается между собой. Первое, наверное, что бы хотелось проговорить еще раз, это про требования. Ипотеку в Грузии могут получить практически все. Вопрос в том, где легче ее всего получить. Крупнейшие игроки, такие как TBC Bank и Bank of Georgia, имеют более строгие требования при одобрения ипотеки, чем, например, банки второго эшелона. И это, кстати, еще не означает то, что условия у них будут выгодные. То есть вы можете, скажем так, пройти все 9 кругов Данте, но условия у вас не будут лучше, чем, например, в банках второго эшелона. Главная мысль, которую я хочу донести, что не стоит сбрасывать со счетов, если ипотека для вас важна, например, тот же самый Базисбанк, Кредобанк и другие банки. Что все-таки необходимо по документам? Первое, самое важное, ну, конечно же, это документ, подтверждающий вашу личность, то есть паспорт, ID-шка, это и справка о доходах за определенное время, там, за 6 месяцев, за год. Также, если у вас несколько источников дохода, тоже нужно будет предоставить документы. Может быть, вы сдаете в аренду квартиру где-нибудь, скажем, в Болгарии. Для россиян, помимо обязательного дохода за рубежом, требует еще справку о движении денежных средств на российском счете. Вообще, я был в нескольких отделениях TBC банка и Bank of Georgia, и разные менеджеры мне говорили все по-разному, но в целом общий пакет документов плюс-минус схож. И главную мысль, которую я бы хотел сказать, что все эти документы банк запрашивает по мере необходимости после того, как вы оформили, оставили заявку на ипотеку. После рассмотрения заявки вы узнаете уже и точные условия, и документы, которые необходимо будет предоставить. То есть вообще общая информация и общая консультация, она, конечно, полезна, но весь этот процесс действительно очень и очень персональный. Например, банки могут запросить справку по месту жительства, банки могут запросить подтверждение легальности ваших средств, которые вы вносите в качестве первого взноса, так называемый compliance. Также вы все вот эти документы предоставляете банку, да, по мере поступления. И еще вот в заявке нужно указать, помимо всех документов, это кадастровый код самой недвижимости, которую вы покупаете. После чего банк назначает оценщика, и примерно от 2 до 5 рабочих дней банк оценивает вашу недвижимость, банк рассматривает ваши документы, и уже только после этого он, так сказать, выносит вам вердикт. Вы предоставили все документы, вы предоставили кадастровый код, и теперь вот ожидаете решения банка. Что можно вообще ожидать, на что можно рассчитывать? Менеджеры банка мне сказали так, что в ларе от 15% и выше, в долларах от 12% и выше. Все это, конечно, индивидуально. В ларе еще вот, кстати, процентная ставка, она зависит и от ставки рефинансирования, то есть от ключевой ставки Национального банка Грузии. Тут все довольно-таки понятно, чем выше эта ставка, тем дороже кредит и наоборот. А вот в долларах все немного по-другому и интереснее. Одной из ключевых ставок, на которые опираются банки, является доходность американских государственных облигаций, так называемых US Treasuries, вот, облигации США. Для банков своеобразный такой термометр, в кавычках, для оценки мировой экономики. Если доходность по таким облигациям растет, то это значит, что для всех на рынке деньги в долларах становятся дороже, и банки тоже поднимают процентные ставки. Кроме того, банки используют так называемые плавающие ставки. Это значит, что процентная ставка на весь срок кредита, она не фиксированная и может меняться. Обычно там раз в год или раз в полгода, да, в зависимости от условий и в зависимости от банка. Но, например, у вас ипотечная программа в долларах на 12%. Через год
американские казначейские банды выросли, банк пересматривает ключевую ставку и тоже ее поднимает вам, допустим, до 13%. То есть условия диктует мировая экономика, в частности, привязанная к ней экономика Соединенных Штатов. Поэтому важно смотреть не только на процентную ставку в договоре, но и на ограничение, да, роста этой процентной ставки, насколько максимально она может вырасти, ну или наоборот, насколько минимально она может быть вообще. Помимо всего этого, еще стоит смотреть на эффективную процентную ставку, и тогда вы уже сможете полноценно оценить вашу будущую финансовую нагрузку. Еще на вашу финансовую нагрузку влияет страхование, которое во всех банках Грузии, почти во всех банках Грузии является обязательным. Обычно требует страховку по недвижимости и страховку на платежеспособность. Единственный банк, который мне сказал, что страховка не нужна, это был банк Liberty. Я не знаю почему, возможно, у них такой интересный способ привлечения клиентов, но вообще на практике взять ипотеку в Грузии без страховки очень-очень тяжело. Вы сейчас на экране видите, скажем так, основные страховые компании, которыми пользуется большинство. Aldag — это самая старейшая, наверное, компания. Также есть еще TBC Insurance, есть GPI и Medial. Я лично пользуюсь последней. Если, кстати, интересна вообще тема страховок, пишите в комментариях слово «страховка», я сделаю дополнительный разбор. Что вообще хочется про них сказать? Банку, в принципе, нет никакой разницы, какой страховой компанией вы пользуетесь. Главное, чтобы ваш страховой полис соответствовал их требованиям. Что касательно экономии и цены, плюс-минус у них тарифы у всех одинаковые, примерно 290-300 долларов на каждые 100 тысяч оцененной недвижимости, поэтому сэкономить особо не получится, разве что их нужно выбрать по каким-то вашим личным характеристикам. Еще отдельно хотелось проговорить про созаемщиков. Во всех банках, в принципе, такая опция доступна, когда можно взять ипотеку либо с родственником, либо там с супругой, с супругом. И единственный банк, который стал исключением, это стал банк Базисбанк. Я тоже не знаю, почему у них нельзя оформить ипотеку вот с такой опцией. На мой вопрос они ответили, что такова внутренняя политика компании. Условия имеют тенденцию меняться, поэтому уточняйте, кому актуален момент выделения банка. Коротко еще пробегусь по комиссиям и по обслуживанию в банках. В грузинских банках есть комиссия за так называемое досрочное погашение. Минимально она составляет 0,5, а максимально 2% от суммы, которую вы вносите раньше срока. Зависит это все от суммы, от размера суммы, которую вы вносите, ну и от банка, в котором вы пользуетесь. Например, у вас по ипотеке осталось выплатить 20 тысяч долларов, вы вносите условно 5, частично досрочно погашаете, и от этой суммы будет рассчитываться комиссия, например, 2%, 100 долларов, это она и будет. Есть еще комиссия за выдачу ипотеки, она составляет либо 1%, либо какая-то фиксированная сумма около 1%, у всех банках это по-разному. В принципе, по комиссиям это все, и нужно еще оплатить пошлину за регистрацию залога в юстиции, и еще вы пользуетесь самим банком, тут в зависимости от того, какой у вас тариф, все это довольно-таки персонально. На мой вопрос, есть ли какие-то подводные камни, могут ли что-то всплыть потом, да, после того, как я возьму ипотеку, менеджеры банка меня заверили, что, в принципе, никаких комиссий больше нету. Старое доброе правило: читайте то, что написано мелким шрифтом в договорах, никто не отменял. Иностранцы ипотеку берут в основном в двух банках. Это Базисбанк и Кредобанк, потому что в этих банках требования к иностранцам, в частности по документам, более гибкие. И еще в этих банках есть условия, специальные ипотечные программы для иностранцев. Я лично с клиентами оформляли ипотеку в Базисбанке. Это не реклама, это реальный случай из жизни. И самое интересное, что одобряли ипотеку по новостройкам. То есть тут главный момент, чтобы эта новостройка была на финальной стадии строительства, когда оценщик банка запрашивает определенные требования. Как правило, должны быть установлены лифты, сделан фасад, сделаны лестничные парапеты, плитка должна быть положена в коридорах и другие важные нюансы. У всех банков это по-разному. В моем случае в Базисбанке одобрили ипотеку на новостройку, даже когда не был доделан фасад.
То есть лицевая часть была сделана, задняя сторона отсутствовала, но ипотеку все равно одобрили. Еще, кстати, интересно, что в этом банке одобряли ипотеку в новостройке Таласа. Об этом доме я уже тоже делал обзор, вы можете его посмотреть здесь или здесь. Там вообще не было установлено лифтов, и ипотеку тоже можно было получить. Сам застройщик даже помогал с ее оформлением, потому что Базисбанк являлся их партнером. Кстати, лифты уже установили. Скоро выйдет апдейт по этому проекту. Ипотека удобная в том плане, если, вы знаете, вот некоторые клиенты на покупке, скажем, уже на финальной стадии строительства новостройки хотели, допустим, перевести ипотеку, вот именно ограничения по ипотеке застройщика на себя, потому что они не могут проверить финансовую, скажем так, составляющую застройщика, они не смогут посмотреть балансовую ведомость, может быть, эти застройщики, у них там накопленный НДС, который они не выплатили налоговые, или еще какие-то долги. И они переживают, несмотря на то, что дом уже, казалось бы, ближется к сдаче, они вот хотели бы перевести это бремя на себя, потому что в своем финансовом здоровье они больше уверены. Ни для кого не секрет, что большинство застройщиков в Грузии строятся за счет банковских денег, то есть застройщики в залог переводят свою строящуюся недвижимость, и фактически все квартиры находятся под обременением. Это никакое не финансирование инвестиционное, как иногда любят говорить некоторые продавцы, а обычный банковский кредит, который застройщики платят по мере произведения той или иной работы. Банк выдает застройщику деньги под определенный этап, то есть сначала там на фундамент, потом на коробку, потом там на фасад и так далее. А застройщик уже по мере продвижения работы эти проценты банку выплачивает. Здесь есть такой нюанс, что если, допустим, у застройщика идет несколько проектов, одновременно открыто, которые они параллельно строят, то возрастают и риски. То есть может произойти, все что угодно. У застройщика может быть нехватка там рабочих рук, или могут быть издержки на строительные материалы, или на фонд оплаты труда, или продажи могут стагнировать, или еще хуже уменьшаться. То есть у застройщика растет риск, что проект может в лучшем случае не сдаться вовремя или не сдаться в том качестве изначально, которым он был заложен. В лучшем случае стройка может вообще встать, и если условно вы там купили квартиру в рассрочку, вы являетесь дольщиком, то претендовать на эту квартиру вы не сможете изначально, потому что между вами и застройщиком стоит третье лицо, это банк, и он имеет больше прав на эту квартиру, потому что он является залогодержателем. У него больше прав, несмотря на то, что вы вроде как потенциальный будущий собственник. Поэтому некоторые мои покупатели, они снимали, так сказать, с себя ограничения. Ипотека позволяет произвести оплату единым платежом. Некоторые застройщики дают хорошие дисконты при полной оплате. Это может быть и $100 за квадратный метр, и 200 даже долларов за квадратный метр. Поэтому ипотека, даже несмотря на то, что люди платят по ней проценты, может существенно сэкономить на покупке самой недвижимости у застройщика. Ипотека – это весьма удобный инструмент для людей, которые работают с недвижимостью. Я подробно рассказал на практике, как это устроено в Грузии. Я надеюсь, что это видео оказалось для вас полезным. Вроде подсветил все моменты. Если что-то упустил, пишите в комментариях, будет интересно почитать. На этом все. Спасибо, что досмотрели до конца. Обязательно подписывайтесь и увидимся в Батуми. Бай-бай!